хотелось бы вам показать принцип, по которому я создаю подобные орнаменты. Например, это все у меня пробные варианты, которые разрабатывались. Вот, разных много таких рисунков. Значит, тот вариант, который есть у нас в работе, я вам даю на выбор. Или такой вариант сделать, или такой вариант сделать, или вы вообще можете сделать свой. Потом вот этот образец рисунка и вышивки в самом конце курса мы дадим еще вам мастер-класс по тому, как пошить клатч с таким рисунком, чтобы вы могли применить эту работу, а не просто чтобы она у вас лежала. Вот, и давайте все-таки разберемся, в чем особенность таких орнаментов и как их необходимо вышивать. Значит, я беру размер рисунка, сразу определяюсь, да, какой у меня будет размер. Я беру 20 сантиметров. На 12 сантиметров. Так, и еще для верхних линий там буквально 3 сантиметра нам надо. Так. Далее я делю напополам. То есть мы представляем, что это у нас клатч, и будет вот так завернута вышивка, да? Вот здесь застежка у нас на клатче, и вот так у нас идет вышивка. То есть это у нас с вами центральная часть, которая видна. Я беру, делю напополам. Рисунок может вообще быть не таким. Вы можете вообще свой какой-то сделать. Но я показываю вам, как был создан именно этот рисунок. Далее я отступаю, нахожу еще центр. Так. И от центра для первого ромба я отступаю 5 сантиметров в одну сторону, 5 сантиметров в другую сторону. Рисую, соединяю все по точкам. Вот так. И здесь мы еще прорисуем центральную линию, вспомогательную. Итак, я начинаю рисовать сверху. Почему не рисуем под линейку? Потому что если вы будете рисовать их под линейку, слишком ровные получатся линии, и заворота такого не будет у вас. Ощущение водоворота. Вот я дошла до этой точки, и теперь от этой точки вот почти линия в линию у меня сливается, и только потом я начинаю выводить. Потом это все выравнивается, стирачкой подтирается и делается более ровнее. Но первый вот набросок мы делаем просто от руки. И вот по такому принципу мы и вышиваем. То есть первая линия. Дальше сюда идем вторая линия, сюда идем третья линия, и сюда идем четвертая линия. И вот таким водоворотом мы закручиваем вышивку. Вот так.
Здесь тоже расстояние этих линий может быть разное. Вы можете сделать еще меньше расстояния. То есть здесь как вы захотите. Можете вообще использовать тот рисунок, который я вам дам, не рисовать. Можете все-таки потренироваться, сделать свое. И вышивать тоже обязательно нужно именно в этом порядке, чтобы линии у вас накладывались друг на друга. И здесь уже у нас под конец немножко меняется. Тут уже получается у нас по 3 линии. Ну и вот так. Все, вот здесь можно дальше уже подровнять, как нам надо. Стирачкой лишнее убрать, вывести ровные линии. И получится вот такой ромб, как у меня, да, поровнее. Дальше мы проводим линию до внешнего края. Точно так же с другой стороны. Так, и здесь нам нужно расположить эти линии тоже на одинаковом расстоянии друг от друга. Прорисовываем все это. Они у нас тоже здесь вот ближе к центру сходятся. Ну, можно дальше даже не делать. Вот таким образом. Так, и дальше нам нужно сделать треугольники, которые у нас идут вот по бокам. Отсюда можно здесь сначала начинать выводить под линеечку, ставим точку, где мы хотим, чтобы линия у нас закончилась. Так, и здесь ставим точку, да, приблизительно. Так, опускаем вниз, сюда. Здесь мы выводим уже лучше от руки, потому что будет слишком ровно. Когда будете переводить рисунок на ткань, вы его переводите также под линеечку, помогайте себе, чтобы рисунок перенесся ровно. И дальше продолжаем точно так же, да. Заполняем весь треугольник. Здесь точно так же начинаем сюда первый вести, сюда, да.
потом сюда, потом сюда. Здесь точно так же в эту сторону, потом сюда идем, потом возвращаемся сюда. И здесь в эту сторону, потом в эту и потом в эту. Здесь просто добавляем параллельные полосы, как и здесь. Все, вот такой рисунок будет полностью тогда готов. Можно такие рисунки рисовать по такому же принципу, абсолютно разные. Можно и делать и вот так в треугольники заворачивать. Вот так, да. И, например, в круге можно тоже делать. Вот так, так, так. И это будут все разные какие-то орнаменты у вас. По такому принципу рисунки мы можем использовать и в одежде. Например, если у нас с вами, к примеру, представим рукав, да? Сейчас поровнее его сделаю. Вот. И мы можем точно так же выделить, например, центр рукава, то есть та часть, которая у нас видна, и та часть, которая у нас идет уже вовнутрь. И тоже мы можем придумать абсолютно разный какой-то интересный орнамент в этом рукаве. Можно и так сделать, да. Можно, например, волну сделать и от волны пойти каким-то более абстрактным рисунком. Здесь, например, если уже ближе к внутренней стороне и не так что-то видно, можно сделать реже. То есть этот принцип можно использовать во многих своих работах. Он очень простой. Даже если вы вышьете его только тамбуром, это уже будет интересно смотреться. И может быть очень интересный эффект. То есть вы можете брать любую форму и как-то прорисовывать ее. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, и надеюсь, у вас получится. Далее переходим к подбору цвета, которым будет вышита работа. Значит, я выбрала персиковую нитку, та же, которая была и вот в этом рисунке. И как я выбирала бисер? Я взяла сатиновый бисер, и я взяла 3 оттенка. То есть вот такой, видите, более персиковый насыщенный сатин. Вот такой более, ну, кремовый, наверное. Камера, конечно, не передает. И такой более молочный сатин. И как я их распределяла в этой работе. Значит, итак, центр. Я выделила
более молочным цветом. Далее персиковый, вот такой более насыщенный, я взяла на вот эти линии. Внешний, да, квадрат. И вот этот более светлый на внешние стороны. И прямые линии я сделала точно так же, они у меня фиолетовые. Вот так получается более светлый, переход здесь более яркий, снова более светлый и более яркий. Все это, несмотря на то, что они очень похожи, эти цвета, это все дает потом красивые переходы, блики уже в готовой работе. Здесь, например, вы тоже можете сделать по такому же принципу. Выделить, например, центр одним цветом, сюда лучиками пойти другим цветом. И можно брать цвета вот совсем приглушенные и переходящие практически один в другой. Вроде бы как и незаметно, что у нас разные оттенки, но в то же время каждый из них играет свою важную роль. В этой работе по линиям мы вышиваем с вами все тамбурным швом. И потом только мы будем заполнять вот эти пространства, которые остаются между линиями, вышитыми тамбуром. Мы будем заполнять их уже стеклярусом. Будем работать с подачей материала снизу. Так выполнять эту работу будет гораздо быстрее. И если вам тяжело на глаз вышивать ровные линии, я вам рекомендую после того, как вы вышьете тамбуром, дополнительно нарисовать потом промежуточные эти линии, чтобы вы могли по ним вышивать. Вот здесь все нужно будет тогда вам дочертить уже на вышитой работе тамбуром.